Глубоко скорбя о своей любимой маме, она изо всех сил пыталась справиться с трауром. Она и не подозревала, что ее ждет неожиданное открытие. Старый трейлер, в котором хранилась тайна. Когда она заглянула внутрь, это открытие ошеломило ее и заставило побледнеть. Через неделю после похорон, на которых присутствовало много людей, Грейс, все еще пребывавшая в трауре, направлялась в нотариальную контору. Она не ожидала ничего экстравагантного, но требовалось решение некоторых практических вопросов. Деловитый нотариус сразу приступил к составлению завещания. Грейс собралась с духом, не подозревая, что у ее матери припасен один особенно странный сюрприз. Нотариус показал скромный банковский счет и старенький трейлер, который Грейс раньше не видела. Затем нотариус достал записку и ключ из конверта с завещанием. «На этой записке указан адрес», — объяснил он, — «и ключ от трейлера». Сбитая с толку, Грейс пробормотала: «Это так странно. Почему мама оставила мне это?» Оставшись без выбора, она взяла ключ и отправилась в путь, ориентируясь на безошибочно узнаваемый почерк своей матери на записке. Час спустя посреди пустоты показался ржавый трейлер. Ее мать никогда не упоминала о нем, и, честно говоря, он выглядел скорее заброшенным, чем уютным. С тяжелым сердцем Грейс нащупала ключ. Ржавая дверь легко поддалась повороту, и дверь в этот загадочный передвижной дом со скрипом отворилась. Первое впечатление — ничем не примечательная выцветшая мебель и пыльная посуда, которые больше походили на дом в зоне сноса. «Мама, что это значит? Что мне с этим делать?» Она вздохнула. Состояние трейлера отражало ее собственное запустение. Грейс и не подозревала, что это неожиданное наследство таит в себе тайну, которая ждет своего раскрытия. Внезапно ее внимание привлек странный звук. Казалось, он доносился из-под пола прямо там, где она стояла. Заинтригованная Грейс присела на корточки, чтобы рассмотреть поближе. Одна доска была новее и слегка приоткрыта. Она со стоном приподнялась, обнажив намеренную пустоту под ней. Грейс сунула руку в потайное отделение, и ее пальцы наткнулись на поношенную спортивную сумку. Развернув ее, она обнаружила записную книжку, на обложке которой было написано ее имя. «Мамин почерк», — пробормотала Грейс. Обратив внимание на первые несколько страниц, слова были адресованы непосредственно ей. Дрожь пробежала по ее спине, когда она прочитала о том, как унаследовала трейлер и в конечном итоге нашла эту самую книгу. Сообщение начиналось с пугающей правды. «Если ты читаешь это, значит, меня больше нет». В записной книжке была указана конкретная дата кончины ее матери. Дата, которая стала полной неожиданностью для всех. Откуда мама могла знать? Да, она была больна, но невозможно было предсказать точный день, прошептала Грейс. Смерть Маргарет Гринвуд потрясла семью. И все же на этих страницах она казалась удивительно подготовленной. Слезы грозили захлестнуть Грейс, когда она продолжила чтение. Загадочные слова ее матери рисовали образ женщины гораздо более загадочной, чем Грейс когда-либо представляла. Когда она дошла до последней записи прямой просьбы «Отправляйся в зеленый домик, где родились воспоминания», у нее вырвалась слезинка. Волна эмоций захлестнула ее. Гнев, замешательство и мучительное чувство целеустремленности. Грейс точно знала, о каком домике говорила ее мать. О зеленом приюте, где они впервые всей семьей отдыхали, когда Грейс было всего 7 лет. Остальная часть блокнота оставалась незаполненной, не давая никаких подсказок. Был только один путь вперед. С тяжелым сердцем Грейс села в машину и поехала к знакомому месту. Когда она, наконец, добралась до поляны, ее охватил приступ ностальгии. Зеленый домик, некогда яркий символ радости детства, стоял среди деревьев. Открыв скрипучую дверь, Грейс оказалась в тревожной тишине. В доме было пусто,
если не считать одинокой рамки для фотографии, стоящей на полке. На снимке была запечатлена молодая Маргарет с лучезарной улыбкой, стоящая среди группы незнакомцев. Грейс лихорадочно соображала, пытаясь вспомнить лица, но ни одно из них не вызывало у нее узнавания. Перевернув рамку, она обнаружила послание, нацарапанное на обороте. «Найди человека в красном шарфе. Он тебе все расскажет». У Грейс внутри все сжалось от дурных предчувствий. Это было только начало. Человек в красном шарфе. Кем он был и какие секреты хранил? Записная книжка раскрыла тайну гораздо более глубокую, чем Грейс могла себе представить. Она снова внимательно изучила фотографию. На обратной стороне были обнаружены две находки. Адрес, который, вероятно, был связан с человеком в красном шарфе, и ржавый ключ. Движимая любопытством, она собрала свои новообретенные сокровища и снова отправилась в путь. Через 15 минут она добралась до небольшого кафе по указанному адресу. Мужчина, предположительно владелец, протирал стойку бара. Грейс подошла к нему, сжимая в руках фотографию и имя своей матери. Ее слова вызвали в глазах мужчины вспышку узнавания. «Имя твоей матери мне что-то говорит», — признал он с понимающим блеском в глазах. «И я знаком с джентльменом в шарфе». Он указал на скромную коричневую дверь, спрятанную в глубине. «Вы ищете Гарри. В данный момент его здесь нет, но его квартира прямо наверху. Посмотрите, открывается ли дверь этим ключом». Грейс поблагодарила его. Ее сердце бешено колотилось от предвкушения. Ключ плавно вошел в замок, и дверь со скрипом отворилась. «Что происходит? Кто такой Гарри?» Пробормотала она, и в голове у нее закружился вихрь вопросов. Поднявшись по узкой лестнице, она оказалась в очаровательной, хотя и тесной квартире. Книги и бумаги лежали на каждой поверхности, создавая уютную атмосферу. Стены украшала богато украшенная резьба по дереву, а на письменном столе стояла фотография в рамке, такая же, как она держала в руках. С ее губ сорвался вздох, когда внезапный шум нарушил тишину. Резко обернувшись, она столкнулась лицом к лицу с Гарри. От неожиданности она чуть не уронила фотографию, но мужчина среагировал молниеносно и поймал ее, прежде чем она упала на пол. Слезы навернулись на его глаза, когда он поднес фотографию поближе. «Карл внизу упомянул, что меня кто-то ждет», — объяснил он хриплым от волнения голосом. Однако он не стал уточнять, кто именно. «Скажите мне, юная леди, почему вы здесь?» Грейс, поначалу потерявшая дар речи, сумела, запинаясь, произнести свое имя. Откровение, отразившееся в ее глазах, отразило бурю эмоций, захлестнувшую Гарри. Слезы потекли по его лицу, когда он заключил ее в крепкие объятия, а затем пристально посмотрел на нее. Потрясенная, но решительная Грейс нарушила молчание. «Моя мать хотела, чтобы я нашла вас», — объяснила она, «но я понятия не имею, почему». «Пожалуйста», — умолял Гарри, его глаза были полны глубокой печали. «Присаживайтесь. То, что я должен вам рассказать, это история, которую необходимо услышать». Грейс нерешительно села, готовясь услышать правду. Гарри наклонился вперед, его голос был полон сожаления. «Меня зовут Гарри Карпентер», — начал он, — «и я твой биологический отец». Лицо Грейс побледнело, а затем исказилось, превратившись в маску ярости. Это неожиданное открытие показалось ей жестоким предательством. «Это невозможно!» — воскликнула она. «Мои родители развелись, и хотя я почти не разговаривала с ним, мой отец был на похоронах». Гарри, ничуть не смутившись, покачал головой. «Ты многого не знаешь, Грейс. Позволь мне рассказать тебе о том дне, когда я встретил твою маму. За много лет до рождения Грейс, Гарри и Маргарет, совершенно незнакомые люди, оказались на одном и том же мероприятии. Их связь была мгновенной. Искра, зажженная общей страстью. Однако судьба
распорядилась жестоко. Маргарет уже была замужем и оказалась в ловушке союза без любви с властным, ревнивым мужем. Несмотря на трещины в ее браке, страх перед его возможным гневом удерживал ее. Год спустя появилась Грейс, символ их запретной любви. Гарри страстно желал быть частью их жизни, но Маргарет, ставившая в первую очередь безопасность Грейс, приняла душераздирающее решение. Она решила остаться со своим мужем, представив ребенка как его. Это была отчаянная попытка сохранить нормальную жизнь. Гарри, уважая ее желание, отступил. Шли годы, а отношения Грейс с ее биологическим отцом оставались напряженными. Теперь, когда история Гарри заполнила пробелы в ее прошлом, к ней пришло новое понимание. Грейс достала блокнот, тот самый, где Маргарет предсказала свою собственную кончину. Как? Грейс наконец выдохнула, вопрос тяжело повис в воздухе. Во взгляде Гарри читалась мрачная правда. Маргарет, осознавая ограниченность своего времени, выбрала эвтаназию в качестве тайного акта самоопределения. Месяц назад, во время своего визита, она доверилась мне, рассказал он, передав мне письмо и зашифрованное послание. «Ты поймешь, в какой именно момент его открывать», тогда сказала Маргарет. Его голос дрогнул, когда он добавил: «Должно быть, это время пришло». Они вместе открыли письмо, адресованное Грейс и Гарри. Это было сердечное послание, в котором выражалась радость Маргарет по поводу их воссоединения. Это подтверждало историю Гарри и говорило о любви, которая преодолела время и обстоятельства. В последних строках содержался код, который привел их к банку «Капитал», который стал ключом к осуществлению желаний Маргарет. Это был стратегический шаг, направленный на то, чтобы помешать ее бывшему мужу унаследовать ее деньги. Слезы лились рекой, когда Грейс и Гарри, объединенные горем и вновь обретенным пониманием, стояли перед банковским хранилищем. Кот открыл сейф, открыв не только наследство Грейс, но и ее официальное свидетельство о рождении, осязаемый символ отцовства Гарри. В этот момент разделенная семья обрела свою недостающую частичку. Слезы скорби превратились в слезы благодарности. Дочь и ее отец, которых объединила материнская любовь, стояли на пороге нового начала. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.